Видео о том, как простить мужа за аборт, который пришлось сделать, потому что я вроде бы сомневалась, и если бы он хотел оставить ребенка, то я бы оставила. Но он не хотел. И получается, что как будто он настоял на аборте, и мне теперь больно. Я психолог Наталья Корнеева. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Это канал про отношения. Итак, женщина, которая оказалась в такой ситуации, проживает на самом деле с точки зрения психологии два процесса. Первый процесс – это горевание. Горевание о потере. Горевание имеет свои стадии, несколько стадий, которые вы вот видите сейчас на экране. И все их нужно прожить. Если какая-то из стадий будет не прожита, то происходит буксование, да, человек не переходит на следующую стадию, как будто блокировка. И действительно горевание бывает заблокировано годами. И следующий процесс, который проживает женщина, это разочарование в вот этом конкретном мужчине. За этим разочарованием дальше стоит потеря доверия. А доверие — это на самом деле фундамент в отношениях. И тогда, если я больше не могу ему доверять, то отношения начинают потихонечку сыпаться. Есть даже такой термин интересный — постабортный синдром. Вот то, что проживают женщины часто после аборта. И в среднем считается, что средняя температура по больнице, что этот процесс, постабортный синдром, начинается обычно через 6 месяцев, через 6 месяцев до 3-5 лет. И если горевание на какой-то стадии заблокировано, то женщина в этом постабортном синдроме может находиться очень-очень долго. Чем это опасно? Это может перерасти в серьезную клиническую депрессию. Это первый момент. А второй момент — разочарование в этом конкретном мужчине может распространиться на такое понятие, как «я вообще разочарована во всех мужчинах», «я вообще боюсь строить отношения», и следующие, наверное, все будут такие же, уж лучше я останусь с этим. Но как останусь? Доверие-то потеряно, и отношения начинают хромать. Аборт — это всегда тяжело, потому что это насильственное вторжение в женское тело, насильственное вмешательство в естественный природный процесс. Ни в коем случае это не про то, что аборты делать нельзя. Если женщина хочет сделать аборт, его нужно делать. Но это лишь объясняет, почему бывает эмоционально так тяжело долгие-долгие годы после. Иногда я встречала в терапии примеры, где женщины приходили с разными запросами, иногда даже не касающимися отношений, и выяснялось, что, например, она живет уже 10-15 лет с мужем и так и не может простить его за то, что когда-то он был, по сути, инициатором и решения абортировать ребенка. И тогда она, допустим, согласна, разумом она решает «да», но тело женщины всегда говорит «нет», потому что тело боится, так же, как и боится вообще всех операций, боится больше даже, чем операции, потому что когда мы боимся какой-то другой операции, мы бессознательно боимся, в принципе, потерять свою жизнь, да, что что-то пойдет не так, там, не знаю, кто-то не проснется от наркоза, боится, или каких-то осложнений. А в случае аборта мы боимся условно дважды. Мы боимся за то, что с нами может что-то случиться, пусть даже кто-то не думает целыми днями об этом, но в глубине этот страх всегда есть. А второе, что прямо сейчас я соучастник условного убийства ребенка. Еще раз, да, разделите, пожалуйста. Все, что я говорю, ни в коем случае не пропаганда того, что аборты делать не нужно. Их нужно делать, если вы хотите. Но я говорю о том, что есть часть разумная, а есть часть психологическая, эмоциональная, такая внутренняя, глубинная. И внутренний глубинный процесс, он всегда про страх и про насилие, да, в случае аборта. И тогда, если разумом вы говорите «да» решению про аборт, то вот в подсознании «да» тело никогда не скажет. И тогда это про что? Про то, что нужна дополнительная помощь, поддержка себе прожить вот этот этап насильственного действия по отношению к своему телу и к тому живому процессу, что происходит во время беременности. Если у женщины действительно прям вот постабортный синдром, то, конечно же, всегда рекомендуется психотерапия. Если у вас нет возможности вдруг на психотерапию, или вы по каким-то вашим причинам не хотите, то как можно помочь самой себе? Прожить стадии горевания, отгоревать, не блокировать горевание. А самое распространенное, что блокирует горевание, это «не-не, я вообще об этом не переживаю, я же об этом не думаю, все нормально». Позвольте себе признать, что да, меня это беспокоит, да, мне тяжело, да, я горюю. Потому что горевание — это процесс. Пока этот процесс идет, пока вы чувствуете это горе,
потерю, утрату, этот процесс имеет свое окончание. Как только человек отказывается от этих чувств, как бы закрывается, нет, я не хочу иметь с этим дело, нет, все прекрасно, заменяет это на позитивное мышление, то происходит блокировка, потому что чувства все желательно бы в себе распознавать, давать себе возможность их прочувствовать, и тогда они не вечны, тогда у них есть окончание. Что я рекомендую как итог в этом коротком видео? Самое простое, что вы можете сделать самостоятельно, разрешите себе заметить, что вам от этого больно, соприкоснуться с этими чувствами, чтобы не блокировать процесс горевания. Если у вас есть какие-то истории на эту тему, пожалуйста, делитесь ими в комментариях. Все комментарии, которые я прочитала, я лайкаю. Даже те, которые мне не нравятся, с которыми я не согласна, удаляю, блокирую только совсем грубости, нарушения правил в моем сообществе. Поэтому пишите комментарии, для вас открыты. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео оказалось вам полезным. Подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.